Друзья, у нас впереди почти целый месяц под ретро-меркурием с 10 сентября и до 3 октября. Да, действительно, Меркурий, планета, которая выбирает за нас каждый наш день, будет ретроградным. Вы все уже привыкли и, наверное, отследили, чем конкретно для вас оборачиваются проделки ретро-меркурия. Ну, в самых общих чертах я хочу вам сказать, что время это не обязательно плохое, оно такое просто весьма странненькое. Под ретро-меркурием все становится не таким, каким обещало или каким должно было быть. Ретро-меркурий может приносить много и полезных, нужных и долгожданных вещей, потому что планета как будто движется назад, и многие задачи, многие интересы, события вашей жизни тоже как будто бы движутся назад. Так, например, под ретро-меркурием можно вернуться на старую работу, если уж вы этого очень хотите. Можно вернуться к старому жениху, в общем, к бывшему, если вы тоже этого почему-то, вопреки здравому смыслу, хотите. Возникают люди из прошлого, возникают впечатления. Можно вернуться на родину или вообще в какое-то место, где вы некогда проживали и где вам было хорошо, что тоже я лично не рекомендую, но выбор за вами. И, пожалуй, единственное, чего не приветствует ретро-меркурий, вообще в целом вот ретро-меркурий, под ним нужно чего избегать, это абсолютно новых начинаний. Вы знаете, таких вот абсолютно новых, если вам вот в этот период с 10 сентября, и мы сентябрь рассматриваем, с 10 сентября и до конца месяца придет в голову какая-то исключительно блестящая мысль, что-то купить ценное, особенно суперценное, например, для инвестиций. Если вам в это время придет идея перекраситься в блондинку или открыть какой-то сумасшедший прибыльный бизнес, вот как раз с этим нужно притормозить, когда что-то совершенно новое с нуля начинается. Вот этого ретро-меркурий не любит, потому что под ним, под ретро-меркурием, как под любой ретро-планетой, у нас немножко искажается видение, искажается сознание. И мы, затеивая новые отношения, новую любовь, новое дело, новую работу, новую прическу, что угодно, да, вот, новую диету, может быть, даже, мы на все смотрим все как будто бы назад, представляете, да, на самом деле у нас очень ретроспективное восприятие у всех людей в это время, поэтому все, что вам покажется перспективным, оно может быть перспективное было, да, если вы сделали это прежде. Все сейчас с 10 сентября лишь отголоски прежних впечатлений, прежних возможностей и так далее. А то, что в жизни есть, то, что уже случилось, особенно ушло, остановилось и хочется, чтобы вернулось, для этого ретро-меркурий очень даже хорош. Но самое общее правило, идеальное, которое нужно соблюдать, да, это не покупать, не тратиться, не покупать новых вещей, которые вам вдруг очень сильно понадобились в это время, потому что это как раз ретро-меркурий подталкивает вас под локоток. Бесконечно могу говорить про ретро-меркурий, сама от него регулярненько страдаю. В основном это покупка совершенно неносибельных туфель, у меня в это выливается ретро-меркурий. А у нас сегодня гадание. Вот посмотрите, очень необычные карты, на самом деле необычные по разным причинам. Во-первых, иллюстрации. Ну вот. Карта «Мир». Видели вы когда-нибудь нечто подобное? Я нет. Здесь только старшие арканы. Выберите одну карту себе, выберите, соответственно, вариант, выберите свой сентябрь вот на этот период с 10 до конца, сколько там, 30 дней. Да. Ну, а дальше у меня много разных карт, много разных колод. Мы обсудим с вами детали. Естественно, медитативный самый важный момент – это выбор вот этой карты, выбор варианта, потому что это задает тон. Руководствуйтесь нумерологическими соображениями по числу. Здесь крупненько вот так вот, да, номер написан римскими цифрами, арабскими.
Ну, в любом случае, если выберете вариант какой-то один, то менять его потом уж не нужно. Сохраняйте культуру речи, сохраняйте честность перед собой, сохраняйте чистоту эксперимента. Я по настроению собственному и по вибрациям погодным ощущаю, что гадание обещает стать весьма и весьма откровенным, поэтому вам советую настроиться, позадавать картам заранее свои собственные вопросы, вообще подумать о том, чего вы вот больше всего хотите именно в сентябре. У вас же есть какое-то желание, которого нет у вашей подружки, например. Только о своем, думайте только о своем. Итак, наша задача вытащить 3 карты, 3 варианта будет, да? Значит так. Раз. Началось, как я говорю. 2. 3. Ну, познакомлю вас с картами, которые выпали. Аркан номер 13 – смерть. Он подойдет тем, эту карту могут выбрать, конечно, люди, которые в сентябре жаждут перемен, люди, которым все надоело. Какие-то очень естественные изменения в жизни случаются именно с этой картой, очень естественные, неизбежные, часто болезненные, но, знаете, такие, которые все-таки открывают воротики в новую жизнь, в новое существование. Вот, и так далее. Карта смерти, у нее название только такое пугающее, вот, ну и то только для нас, людей, которые придерживаются западного мышления, западной философии, потому что на Востоке там это все совсем по-другому и даже часто приветствуется. Вот. Можете ее выбрать. Цифра 13. Первый вариант, значит, у нас получается цифра 13. Вот. Далее карта Луна, 18-й аркан, карта Луна. Самое главное, что она обозначает, здесь мы сказали перемены, да, в первом случае. Второй вариант, давайте его назовем так, тайна. Это тайна. Вот эта карта и этот вариант, соответственно, подойдут тем, кто хочет выбраться из тайн, из тайной жизни, из тайного романа, например, или из тайной какой-то трудовой деятельности. А также эта карта подойдет тем, кто, наоборот, хочет сейчас что-то скрыть, кто планирует сейчас активно скрывать, кому надо, что называется, упрятать концы в воду. А также, может быть, вы хотите разгадать чужие тайны. Вот задача сентября – вывести на чистую воду кого-то, что-то про кого-то узнать. Может быть, это важный и близкий для вас человек, и вы из лучших побуждений хотите с этими тайнами разобраться, да? А может быть, это тайны, ну, в целом, знаете, какие-то корпоративные загадки на работе. Тайна для вас, что там задумало начальство, закрывать компанию, делать сокращение или нет. То есть, если в ваших мечтах, желаниях, потребностях присутствует вот это слово «тайна», «знание», то вот можете выбрать себе второй вариант. И третья карта, самая, наверное, безупречная из этого списка, и многие к ней склонятся. Императрица, прекрасная, многоликая, да, здесь она изображена какой-то очень-очень многоликой, мне кажется, есть смысл в таком подходе. Императрица подходит к тем, кто в сентябре в основном хочет заработать, планирует заработать. Но вопрос: заработать что? Насморк, дурную репутацию или деньги? Потому что первое, второе, третье императрица тоже очень активно раздает. Императрица – это вот портрет некой ресурсной женщины, женщина, которая очень выбирает свою жизнь, свое будущее, которая имеет собственное. Вы знаете как? Она императрица, мы должны предполагать, как логически мыслящие люди, что где-то вокруг нее, вот вокруг нее есть что? Империя, ну, естественно. То есть это женщина, которая многим владеет. Если у вас есть
Планы о деньгах, надо что-то купить или продать, нужно, ну, в конце концов, вложиться в бизнес, нужно вот, в общем, все о деньгах. Вот сюда спрашивайте, это третий вариант примерно, да, хотя я думаю, что в жизни каждой из вас, наверное, и тайны есть, и жажда перемен есть, и жажда денег тоже есть. А, кстати, императрица – это средоточие женских энергий, поэтому сюда также идут разные женские вопросы. О беременности, например, о наступлении беременности, о смене статуса, о любви, в конце концов, потому что императрица – это женщина, которая, безусловно, пользуется вниманием и которая вообще присутствует в каком-то вечном хороводе любовников, переживаний каких-то любовных. Поэтому, если вы, например, одиноки, хотите это избавиться от одиночества, императрицы тоже для вас. Если вы хотите вырастить свою ценность в глазах партнера, другого человека в это время, да, то есть вырастить в ком-то любовь. Кстати, я об этом, по-моему, достаточно доступно рассказала в одной из своих программ «Вопросы и ответы». Посмотрите тоже, да. Это тоже для вас. В общем, вопрос про любовь тоже сюда. Хотя, на самом деле, выбирать вам. Я самые общие значения карт вам рассказала, а вы можете по картинке, по цифре, по номеру. Может, вы там родились 13 числа, например, да? Вот. Особенно если мы гадаем на сентябрь. Вот вы родились, например, 13 сентября. Да? Тогда логично вообще выбрать первый вариант для вас. И, пожалуйста, выбирайте. Выбираете. Пока раскладываю карты, наверное, снова вернусь к теме ретро-Меркурия. С полнолунием он приходит в этот раз. Понятно, что дважды новые дела нам небо отменяет. Да? С одной стороны, ретро-Меркурий, с другой стороны, после полнолуния, естественно, активно Луна убывает, а на убывающей Луне разумные люди, ну, вроде бы как ничего нового тоже не начинают. Вопрос, конечно, философский, как отделить вот это вот абсолютно новое от чего-то, ну, скажем так, не нового. Да? Вот если вы за месяц до этого уже поставили себе цель, например, купить сумку, которая вам давно нравится. То вы ее долго искали в списках в интернет-магазинах, да? А вот после 10 сентября вдруг, наконец, она вам попалась. Вот стоит вам ее покупать или нет? Первый вариант начинается, да, у нас. Вы выбрали себе карту смерти. Ну, скажу я так. Похоже, что вы женщина на грани нервного срыва. Потому что желать в своей жизни вот такие радикальные, необратимые изменения можно только, когда эта жизнь по-настоящему сильно надоело. Ну, то есть получается так, что что-то вас в вашей судьбе сейчас совершенно не устраивает, место, где вы живете, например, или окружение, с кем вы живете, компания, набор родственников, близких или далеких. Либо вас не устраивает работа, либо какой-то семейный статус, любовные отношения. Потому что все-таки вот призывать такие радикальные перемены к себе, но это неспроста. Это если вы выбрали эту карту и сами не знаете почему, да, вот, ну почему, не знаю, вот потянуло меня на эту карту, то вот я вам расскажу. Это значит, что вы готовы меняться. Это значит, что, возможно, даже в вашей жизни есть какая-то длительная психотравмирующая ситуация. Вот, от которой вам очень-очень нужно избавиться. Ну, вот посмотрим, как раз карта нам расскажет, избавитесь вы от нее или нет. Насколько вам в этом повезет. Из следующей колоды эти карты называются Таро Напа. Они такие современные достаточно. Мы достаем вам тоже два старших аркана. Ну что ж, похоже, ожидаемо вот вы дождетесь. Вот эти самые перемены обязательно в это время придут, потому что дальше вам выпадают две карты именно про перемены. Карта Мир – это такой момент завершения и выхода, момент выхода
судьбы, жизни на какой-то новый, совершенно принципиально новый этап. То есть мир всегда говорит, что у вас заканчивается кусок жизни, связанный неважно с чем, у каждого это свое, и обязательно открывается новый. У вас может закончиться болезнь. Например, если вопросы связаны с физическим телом, у вас может закончиться болезнь или какое-то болезненное состояние. Речь идет о физических болезнях или, может быть, каких-то эмоциональных, психологических недугах. То есть карта-то хорошая, она может очень радикальный выход из депрессии описывать. Но карта «Мир» — это еще и вообще смена физического состояния. Давайте об этом поговорим для начала, потому что все для нас начинается с этого. Мы, когда здоровы, мы эффективны, веселы и счастливы, да, и нужны другим людям. Когда мы не здоровы, соответственно, все совершенно наоборот. Поэтому и сегодня я хочу обращать внимание вот именно на физические возможности, физический какой-то статус. Карта «Мир» — это роды. Например, заканчивается беременность. Да, и совершенно принципиально женщина становится физически, физиологически в этот момент другой. Но конец болезни, конец длительного лечения, кстати, может быть, и тоже достаточно успешно приходит в это время. Карта Колесница здесь миру только подпевает. Единственное, что немножко добавляет, знаете, какой неуправляемости всем этим процессом. Да. Далее. На личностном уровне карты эти две вам обещают вот буквально другое состояние души, другое мироощущение и нахождение даже в другом месте. Да, проще всего это обеспечить себе дорогой, дальней дорогой, действительно переместиться в другое место, куда-то уехать. И дорога, я думаю, что очень у многих состоится. Кстати, вот такие вот кардинальные перемены, которые карта смерти описывает, это ведь и часто дорога в один конец. То есть смена города, места жительства, смена страны или даже смена континента. Если вы это задумали, то да, однозначно у вас это случится. Причем дорога здесь выпадает именно в один конец. Вот. На более тонком уровне просто вот душевный статус меняется, знаете, как будто бы вы прозреваете, как будто бы вы что-то для себя узнаете, какие-то откровения приходят к вам, что-то узнаете, да, для себя, про свою жизнь, к вам приходит больше свободы, это свобода передвижений в первую очередь. Для личных отношений, партнерских, две карты эти, конечно, очень хорошие и счастливые. То есть заканчивается, например, ваше пребывание в одиночном плавании, да, в роли волка-одиночки. Мужчины любят так себя называть и этим гордятся, да, но женщины, как правило, одиночество почему-то не приветствуют. Карта «Мир» и Колесница говорят, что вот в вашей личной жизни все настолько перевернется, вот развернется на 180 градусов, что вы сможете увидеть даже вот какое-то собственное другое отражение в зеркале. А вы знаете, что любовь, вот настоящая любовь другого человека, сильная, если вот вам приходилось ее переживать, вы должны знать, что она в первую очередь меняет отношение ваше с собой, отношение к себе. Вы видите себя уже как бы отраженной через глаза другого человека. Поэтому, если ваше чаяние сентября про любовь, то вот готовьтесь, здесь все очень-очень стремительно развивать. Даже если отношения сейчас есть, и они у вас как-то задерживаются или застоялись, будьте спокойны, тем не менее они очень, скажем, будут быстро развиваться. Совместная поездка, может быть, предложение о браке. То есть мир, конец гармонии, конец романа. Но роман может закончиться расставанием, естественно, да? А может этот конец, может роман закончиться и свадьбой. Смотрите, в какую сторону вы больше склоняетесь.
общая частная приватная жизнь, вообще вот в целом, это то, что есть у всех, очень грозит дорогой, как я уже сказала, причем дорога дальняя. Смена работы, ну вообще здесь идет нечто более общее, нечто более важное, потому что смена работы, это все-таки помельче должны быть карты. Очень многие поменяют именно сферу деятельности, область деятельности, прямо заканчивается целый кусок жизни, пока вы были или ощущали себя бухгалтером, например, да? А теперь начинается свеженькое, новенькое путешествие в актрисы для вас. То есть очень серьезные перемены в профессиональной деятельности. Ну, похоже, что вы с выбором карты-то угадали, хотели перемен, вы получаете перемены. Что советуют вам эти карты? Естественно, мы советы рассматриваем в основном. Поменьше вмешиваться в ход событий. Вот эти карты, это, знаете, как ваш бывший. Они очень не любят, когда вы проявляете чрезмерную инициативу. Вот и карта Мир, и карта Колесница. Это решение звезд в отношении вас, в отношении вашей судьбы. Звезды выбрали, что в жизни поменять вам, куда вас вынести, к какому берегу, в какую страну, например, чтобы вы теперь жили на новом месте, или может быть, там, не знаю, на новое какое-то место работы, место жительства или в новые отношения. А ваша задача здесь не слишком громко кричать: «Фу, я не хочу, я хотела другого, я планировала что-то другое». Вот это все не приветствуйте. Старшие арканы, это, знаете, такие сложные, тяжелые карты. Вот они ложатся и говорят: так будет, всему быть. Ваше мнение никто не спрашивает, оно никому давно не интересно и так далее. Вот. Вообще Колесница, это, знаете, как движущийся на большой скорости по хорошей дороге автомобиль. Вот. А за рулем не вы, вообразите себе. И худшее, что вы, если вам кажется, что машина едет слишком быстро или не туда, вот худшее, что вы можете сделать, это вырывать руль у подлинного водителя, хватать его за руки, ну, знаете, пытаться рулить. Да, что получится? Будет ДТП какой-то, машина просто как минимум во враг в какой-то слетит. И вот чтобы вам в сентябре не слететь в этот самый овраг, воздерживайтесь от излишней активности собственной. Видите? Старайтесь как-то лавировать, маневрировать между вот этими вот айсбергами, которые расставляет вот так вот на жизненном пути судьба. И тогда все будет очень-очень хорошо. Но это переменный вариант, такой первый, явно переменный. Однако это же не все карты я достала для вас. Давайте продолжим. Жилищный вопрос, я сказала, да, смена дома вполне возможно. Далее. Еще тоже совсем другие карты. Таро импрессионистов они называются. Они здесь по мотивам картин импрессионистов. Красивые такие, в общем-то. Интересные карты. Пятерка пентаклей вам выпадает и карта звезда. И что же мы можем здесь почерпнуть? Вот во всех этих переменах, которые непременно до конца сентября с вами случатся, готовьтесь к дефициту, к нехватке. Назначение пятерки пентаклей вот именно такое. Предупредить вопрошающего, у нас вопрошающий это вы, о том, что будет явно чего-то не хватать. Ну, проще всего представить, что не хватает денег нам почему-то, хотя чаще нам не хватает времени просто, чтобы их заработать. Вам придется действовать до конца сентября в обстановке вот какой-то явной нехватки ресурсов. Ну вот, например, это понятно, если вы переезжаете, да, если наконец-то ваша мечта исполняется о переезде в далекую, теплую, надеюсь, страну, то
Переезд это очень дорого, и можно потратить все свои даже многолетние сбережения на такую затею, правда же? В конце концов, если вы покупаете новую квартиру, вы тоже полностью из кубышек все достаете и выкладываетесь абсолютно куда-то. Вот. Кроме того, может буквально не хватать времени на другие занятия. Так, например, действительно, вы становитесь очень заняты новым романом, новым человеком, новыми свиданиями. А времени ходить на танцы, на курсы испанского, в кружок макраме у вас уже не хватает. Вот по пятерке пентаклей мы всегда пытаемся что-то где-то занять, чтобы где-то заплатить. Это, знаете, похоже на какое-то перекредитование вечное. Ну, как правило, мы так оперируем со временем, со своим, да. То есть урвать часть времени у одного занятия, нужного какого-то, приятного, и уделить это время, кто-то между семьей и работой колеблется, кто-то между хобби и любимым человеком, в общем, вот так. То есть придется крутиться, но, опять же, просто таких простых, односложных карт в колоде Таро нету. Пятерка пентаклей говорит, что вы вот в этом своем дефиците очень-очень слепы и очень неправы. Если вы по-другому на данный ресурс, которого сейчас больше всего не хватает, посмотрите, например, деньги, то окажется очень легко и быстро, что вы не там копаете, не там ищете или не так неправильно распределяете ресурс. То есть пятерка пентаклей говорит, советует вам находить дополнительные источники того, чего вам сейчас активно не хватает. Может быть, вам любви не хватает, может быть, вам внимания не хватает, а вы просто не в том месте. Вы поменяете, не знаю, школу, университет, место работы, и там как раз окажетесь звездой. И так плавно мы переходим к карте звезда. Здесь действительно карта звезда обозначает мечту. С одной стороны, мы могли бы предположить с такими крупными старшими арканами впереди, что у вас исполняется мечта. И, скорее всего, так оно и есть. Причем исполняется она по судьбе, абсолютно без ваших каких-то дополнительных или особенных усилий. Исполняется мечта, вы достигаете того, к чему стремились. Это может быть мечта о новой работе, о новой любви, о новом каком-то месте жительства. И при этом вот на исполнение этой мечты вы как будто бы выжимаетесь, как будто бы у вас затрачиваются уходят все абсолютно ресурсы. Но я же говорю, роды, понимаете, это в буквальном смысле или в каком-то переносном, вас ждут роды. То есть женщина рожает ребенка, с одной стороны, это великое счастье, это не просто счастье, какое-то, это счастье, которое изменяет течение жизни навсегда. Все навсегда. Это то, что нельзя забыть, передумать, от чего нельзя как-то отмахнуться. И это действительно исполнение мечты. А с другой стороны, тут же всего не хватает: сил, здоровья, времени, терпения, денег часто, потому что рождение ребенка сопряжено с большими какими-то тратами и так далее. То есть мы видим для вас до конца сентября такие радикальные перемены, дороги, окончания, начала и риски, которые с одной стороны это то, о чем вы мечтали, и вас Вселенная в эту мечту занесла, а с другой стороны вы очень исчерпываетесь на этом. Это как будто бы мечта, на исполнение которой у вас ушли все силы, ресурсы. И не только у вас, но и у ваших ангелов-хранителей, у вашего личного персонального кусочка Вселенной тоже все ресурсы ушли. Вот так, кстати, часто выглядит крупная покупка. Да? Вот именно крупная покупка. То есть когда вы покупаете то, что хотели очень, но вы выкладываетесь в это во все. А советы я сказала. Естественно, карта звезда советует мечтать, советует приближаться к мечте, советует жить мечтой каждое утро, как минимум о ней вспоминать. И, естественно, на каждой страничке ежедневника помечать свою мечту. Да? Говорят, что
Эта техника очень работает. Когда листаешь ежедневник, вот каждый день у вас на рабочем столе есть же, наверное, как у меня, вот такой перекидной календарь, да? И в самом начале, сверху вы пишете, ну вот самое заветное желание. Каждый день. Не важно, что это желание может исполниться только через 20 лет. Все равно каждый день вы его пишете. Вот такая вот подсказка. Вот. Ну что ж, и Таро Висконти, по-моему, я еще взяла. Таро Висконти. Вот такие вот блестящие карты хорошего качества. Вообще считается, что именно Таро Висконти — это самое древнее изображение Таро, самая старая колода из тех, которые исторически до нас дошли. И здесь тоже нам нужны пояснения, и нам нужны что? Дополнения какие-то. Вам выпадают здесь опять же старший аркан. Это карта Маг. Видите, старшие арканы все-таки не отвязываются. В каждой паре карт у вас здесь вообще два, здесь один, но все равно это много. То есть для вас энергетически по обилию перемен этот сентябрь, конечно, очень-очень важный. Маг, карта про время. Она всегда говорит сейчас или никогда, теперь или никогда. То есть у вас будут происходить события, которые в прежний момент вашей жизни или даже в будущем невозможны, а этого не могло быть, этого не могло случиться, или вам это было совсем не нужно. Карта Маг торопит вас колдовать над своей жизнью, а также обещает вам появление в жизни или приближение к вам, приближение скорее в жизни феи крестной. Вот этот маг здесь, ну это средневековые карты, понятно, что здесь вообще все мужчины, да, тогда мир был исключительно мужской. Но фея крестная — это как раз-таки тоже маг. То есть появляется человек для вас, возможно, группа людей, которые вот только и машут своими волшебными палочками, чтобы воплощать и исполнять ваши желания. Можете рассчитывать на покровительство очень-очень неблизкого. Маг — это всегда, знаете, такой человек. Магом никогда не бывает друг, например, или ваша подруга, ваша мама, ваша сестра. Их никогда карты не опишут магом, потому что маг — это все-таки сущность очень-очень от вас далекая. Да? Вот вообразите себя Золушкой и фея крестная, которая материализуется просто из ничего. Между ними колоссальная разница. То есть какой-то очень неблизкий, загадочный для вас человек. Для вас загадка даже то, почему он вам помогает. Вот, это как какой-то, знаете, пример для подражания, может быть, кумир даже какой-то ваш. Тем не менее, вот он ведет. Начальник может быть магом иногда, но не близкий, не руководитель вашего отдела, вот с которым вы чай пьете на ланч, да, а какой-то такой выше стоящий, там, скажем, не знаю, собственник компании. Вот. И приходит к вам этот маг с деньгами, видите, паж пентаклей, источник монет. И вы знаете, я очень рада появлению именно пажа пентаклей, потому что это деньги, новые деньги, это новости о деньгах. А мы же у вас денежный дефицит увидели, пятерочку, да, это пентакли. А вот этот паж появляется, и этот денежный дефицит раз и закрывает. Это очень хорошо, потому что если мы дальше увидели что-то истощающее, ваш кошелек, то, ну, не знаю, тогда это было бы плохо. Мы бы сказали, что этот ретро-меркурий явился, чтобы вас обобрать на ниточке. А тут нет, видите, этот ваш дефицит какой-то будет временный, и в течение этого же месяца закроется, потому что появятся у вас новые деньги. Кстати, в целом история очень похожа на смену работы. Да? Когда идет радикальная смена работы, вы меняете не только кабинет, место, но и сферу деятельности меняете, то все это так крупно, завораживает масштабами перемены, но денег-то нет. Вот в этот момент, пока вы меняете работу, зарплату-то вам нигде не начисляют, да? Вот. А тут уже к концу месяца ситуация выравнивается, потому что вот она, эта первая зарплаточка и пошла, вот они премии, прибыли от бизнеса. Если вы бизнес меняете, да, тоже же обязательно образуется такой кусок, когда денег нет, потому что на новый проект все потрачено, ставки сделаны, а прибыли вы еще ждете.
Дождетесь этих денег уже в сентябре. Ну и вообще, пажи — это всегда приход новых людей, свежих идей, свежих источников для вдохновения, для денег, для здоровья, вот, и так далее. Поэтому, конечно, как бы финал или итог вот этих перемен этого ретро-меркурия для вас весьма-весьма оптимистичный. Вообще с картой Маг вы можете также и ощутить вот эту волшебную силу всевластия, какой-то всесилие в собственных руках. То есть приходят деньги, и с ними приходят правильные ощущения и идеи, куда теперь перенаправить эти ресурсы, куда их, какую новую мечту выращивать, ради чего нового зарабатывать, к чему вот такому вот новому стремиться. Паж Пентаклей советует вам, естественно, с оптимизмом встречать новые места и новые знакомства. Паж Пентаклей — это такой юный человек. А вообще, знаете, вот видите, Паж Пентаклей — это просто, ну, условно говоря, да, мальчик, какое-то юное такое вот существо. Но он же еще и с магом, он же еще и маг. Да? Это вот как вам в сентябре грозит встреча с начинающим волшебником. Представляете? Начинающим, который говорит: я не волшебник, я только учусь. Но, тем не менее, дело какое-то, дело свое знает. А могут ли эти карты что-то нам сообщать про любовь, про романтические личные отношения? Конечно, конечно, конечно. Потому что Паж Пентаклей — это все-таки карта фигурная, это человек, новое знакомство обозначает. И тоже, видите, персона очень неоднозначна. Встречались вам вот такие вот интересные герои, молодые, снаружи, например, официально по паспорту, да, какой-то молодой человек, но при этом очень, как это, маг, да, какой-то магический или могущественный, или очень-очень активный. Знаете, такой молодой человек, но мудрый и буквально источающий своеобразную магию, своеобразное обаяние, а самое главное, готовый возможности свои вот эти вот колдовские тратить на вас или, скажем так, посвящать вам. Карты эти не самые романтические, поэтому я не скажу, что первому варианту вот однозначно этот ретро-меркурий несет любовные какие-то отрады, потрясения там, или потери, наоборот. Нет, карты более описывают, наверное, жизнь в каком-то ее таком взрослом социальном разрезе, не исключая ни первого, ни второго, ни третьего. Дело в том, что мы начали действительно с двух старших арканов, да, а учитывая и выбор карты, то получается так, что из трех, получается, что вот сила перемен, вообще вибрации перемен в это время мощная очень. Сила — это мощная. Вот. И, как правило, меняется все. Вы можете одновременно до конца месяца успеть поменять и работу, и место жительства, и свой семейный статус, поменять избранника, поменять партнера или просто обменять свое одиночество на какую-то интересную любовную историю. В целом же карты вам советуют, вот как я уже сказала, поближе старайтесь все-таки держаться к своей мечте. Будьте готовы, где нужно пожертвовать зоной комфорта и затянуть пояса. Знаете, вот это есть выражение, оно, по-моему, устаревшее, молодежь не знает. Говорят, затянуть пояса, то есть немножко себя поограничивать, чуть-чуть потерпеть дефицитика чего-то, времени, денег, еды. Вот так. Похудеть, поголодать. Вот. Меньше вмешивайтесь в ход событий, то есть все-таки принимайте все с каким-то благодарностью, с каким-то благословением, все считайте благословением судьбы, а к людям присматривайтесь, то есть от людей-то закрываться вам не придется, ни в коем случае не нужно. Спасибо.
Второй вариант. Карту Луну в таком гадании могут выбрать только самые романтические, самые нежные, чувственные натуры. Луна карта очень водная, и она вам подходит, вот, и она объяснима, этот выбор ваш очень объясним, если у вас водный гороскоп, если у вас Солнце в водном знаке, или внутри много воды. Бывает такое, что Солнце, например, в знаке земном, а внутри асцендент, положение Луны и так далее, там много всего водного. Тогда это очень объяснимо, тогда, наверное, Луна, вообще лунные течения, смена лунных фаз, лунные вибрации вас всегда влекут, привлекают. Ну, а мы назвали этот второй вариант тайна, да? Сказали перемены, тайна и богатство. Вот так вот 3 варианта назвали. У вариантов тоже должны быть свои имена, свои названия. Немножко что вам про вас могу рассказать. Да, во-первых, вы чувственная натура, скорее всего, у вас присутствует сейчас любовь или влюбленность в жизни. Влюбленность – это неудовлетворенная, безусловно. Она такая на расстоянии. Возможно, вы испытываете чувства к человеку, который далеко. И вот это слово «далеко» во всех смыслах. То есть далеко географически, далеко эмоционально, ментально. Луна часто описывает любовь очень глубокую, привычную, такую, знаете, старую, застарелую, как хроническую, что ли. И любовь, в общем-то, какую-то невзаимную. Иногда Луна – это жажда любви, жажда чувства или чувственности. То есть какая-то неутоленная потребность есть в чувствах, в эмоциях у человека. Как правило, ну, легче всего все это применить к любви. Хотя вполне возможно, что вас мучают и терзают тайны, более связанные с социальной жизнью, с работой, например. Но работу ведь тоже можно любить, да? И работу ведь тоже можно ревновать и так далее. Вот. Да, и, кстати, Луна, естественно, попутно заодно и про ревность тоже. А еще я скажу так, если вы выбрали второй вариант, карту Луна, вы не знаете, чего хотите от этого сентября. Не знаете. То есть вот в случае с первым вариантом понятно, что люди хотят. С третьим тоже очень понятно. Я, кстати, себе загадала, выбрала тоже один вариантик. Вот. Но как бы... А вы не знаете чего. С одной стороны, это фатализм такой простительный, в общем, да, что ладно, как будет, как будет. С другой стороны, может быть, это привычная неспособность принимать решения или нежелание брать на себя ответственность за себя, свою жизнь. Это может быть просто нежелание видеть свою жизнь в ее четких контурах. Понимаете, Луна, ведь это такая карта, которая все размывает. И она привлекает людей, которые и не хотят явно все узнать, знаете, какую-то такую вот всю правду. А еще отчасти Луна имеет отношение к творчеству, да, поэтому и творческие какие-то планы, впрочем, тоже не самые четкие у вас тоже есть. Но посмотрим, что расскажут другие карты. Вначале я достаю 2 карты. Это как бы они основополагающие. В основном тенденции вот этого ретро-меркурия, этого сентября от 10 числа до конца. Расскажут 2 карты из колоды Таро Напо. Очень интересные, очень-очень интересные карты, безусловно. Раз и 2. Ну, они счастливые. Карта-то очень хорошая. Ага. Я сказала, что про любовь и про партнерство речь идет. Ну, и карта же тоже подтверждает. Видите, как мы вас замечаем, считываем. Отлично. Везучие, хорошие карты вам достаются. И давайте начнем все-таки с королевы кубков. Карта это фигурно, это прям вот конкретно портрет, скорее всего, ваш портрет. Карта это называется любовь или обозначает приход любви. Сразу мы скатываемся в романтику. Собственно, прямо это мы с Луны уже начали. Королева кубков говорит о том, что у вас романтический, любовный, ну или просто чувственный, эмоциональный месяц вас ждет. То есть вот богатство месяца, богатство сентября или богатство ретро-меркурия для вас здесь именно в эмоциях, возможности переживать какие-то определенные чувства и
любить в конце концов или проявлять свою любовь. Интересно, что фигурные карты, вообще все персонажи в колоде Таро, неважно, это пентакли или жезлы, мечи, вот, любят все, любят по-разному, любят по-своему, но только кубки, только вот люди, которые по кубкам приходят к нам, умеют эту любовь выражать. Поэтому вот в сентябре у вас будет возможность показывать свою любовь, не только чувствовать, а говорить о ней, совершать какие-то романтические поступки. То есть открывается такой вот зеленый коридор, когда этого не надо скрывать. И это очень хорошо, если вы выбрали Луну, потому что у вас какая-то тайная любовная история здесь есть, да, тайная, или, например, ваши тайные чувства, невзаимные, которые приходится скрывать. А тут все меняется, и появляется для вас повод в этой самой любви признаться или совершить какой-то поступок, который ваши чувства обнажит и сделает какими-то очевидными. Вам придется произносить слова любовные, вам придется кого-то погладить, кого-то пожалеть, может быть, с кем-то поплакать, знаете, как бы вместе. Королева кубков мягкая карта, но хорошая, положительная. Она обещает выздоровление, не резкое, не внезапное, очень такое последовательное. То есть если вопрос о болезни, о состоянии здоровья, то королева кубков говорит, да, вы станете здоровее, хотя в основном просто сумеете по-другому к своему физическому состоянию относиться. Вот так вот. Если речь идет про вашу личность, то вы будете настроены эмоционально, будете настроены всех любить, вы будете... А что значит настроены всех любить? Это значит, что снаружи, извне не приходит никаких факторов, которые вас заставляют злиться, например, да? Если вы хотите всех любить, то, скорее всего, вас любят все окружающие. То есть карта такой спокойный, по эмоциям, добродетельный очень месяц. И добрый просто. Какой-то ждет. В плане любви, я уже сказала, это возможность влюбиться очень сильно. И главное, показать свои чувства, написать любовное письмо, наконец, например, да? Вот. Или подарить какой-то подарок средней ценности кому-то. Про работу. Королева кубков вот как раз про работу и совершение профессиональное нам ничего не говорит. Скорее всего, вот в таких социальных, скучных, взрослых делах у вас все останется как прежде, ничего не поменяется. Ну, во-первых, потому что вы и не хотите сейчас этих больших перемен. Вы даже, если они назревают, выбираете от них более отмахнуться или как-то отложить. На работе у вас может появиться вот эта вот фигура королева кубков. Любящая женщина, добрая подруга, бесполезная, но очень-очень милая. Это девушка, которой можно пожаловаться. Ну, вот общение с некой женщиной, с которой вам просто комфортно проводить время. Эта женщина вряд ли врач, вряд ли это ваш психотерапевт, вряд ли это ваша начальница. Это женщина примерно вашего статуса и ранга, с которой вы находитесь где-то в одном, проживаете в том самом третьем доме. Подруга, общение с подругой. Вот. И четверка жезлов, простите, выпадает. Счастливая, развеселая. Тут даже по картиночке видно, по иллюстрации, что праздник, люди пляшут. Вот на четверке жезлов, интересно, всегда все пляшут. Но значение карты именно такое. Если дословно говорить, счастливое завершение любого проекта, счастливое завершение. Это карта свадеб, то есть счастливое завершение романа. Мы считаем, что это свадьба. Это очень-очень спорно, да? Но тем не менее, все сказки заканчиваются свадьбой, когда после долгих злоключений и подвигов все-таки герои оказываются вместе. Пир, по усам текло, в рот не попало и так далее. То есть вместе, вот мы с картами здесь видим для вас праздник, похожий на свадьбу. То есть чего вам ждать в этом сентябре до конца? Праздник, похожий на свадьбу. Ну, то есть, это может быть свадьба в буквальном смысле. Причем здесь есть королева кубков, это может быть свадьба лучшей подруги.
Иногда ваша, она же все-таки в белом платье, да, здесь сидит. И свадьба еще может быть какая-то, знаете, метафорическая, метафизическая. Вот, например, на работе у вас сложные или спорные отношения с коллективом или с одним человеком, например, с ближайшим вашим начальником, руководителем отдела. И вот в сентябре по разным причинам период войн и непонимания заканчивается, и вы лучше друг друга понимаете, то есть между вами тоже устанавливается такое партнерство, очень легкое, простое, вам можно уже расслабиться, вам можно уже не показывать худшие свои стороны, зубы, да, как говорят. Вам можно быть вот такой вот белый, какой-то вот и пушистый. Веселая дорога с подругой сюда подходит. Вот подруга, вот дорога. Развеселая. Дорога не дальняя. То есть это вы с подругой не эмигрируете на Галапагосы, а вы просто договорились куда-то поехать на выходные, там, не знаю, в путешествие по Золотому кольцу или остатки бархатного сезона догулять где-то на море. Вот. В плане каком-то практическом денежном, что вам здесь сказать? Вообще-то четверка жезлов — это довольно денежная карта, богатая. По ней приходят случайные деньги, быстро. То есть конец сентября вам может принести возможность как-то очень легко обогатиться, заработать прибылей сверх того, что вы обещали. И точно так же легко, радостно потратить их. Вот хотя бы на такой праздник, на ту же самую поездку, пригласить с собой подругу, там, понимаете, да, то есть вот. Это не крупные, в общем, правильные, веселые карты, про добрые эмоции, про, в общем-то, наступление любви. Лучше всего, так скажу, с этими картами будет, если вы встретите, постарайтесь, что ли, встретить, да, или заметить, скорее, постарайтесь, очень подходящего для вас человека. Это не случайно четверка жезлов — это карта свадеб. Если по ней много карт в колоде, Таро описывает любовь в том или ином виде, описывает то или иное партнерство. Но только четверка жезлов говорит, что с вами окажется человек очень какой? Подходящий. Видите, как здесь карта называется? Комплектность, да? Комплектность какая-то есть. То есть это человек, с которым вас можно как две фарфоровые чашечки в красивую атласную коробочку положить, и это будет пара, да? Чайная пара. То есть это не будет, блюдце и чашка, допустим, это чайная пара. И это комплект. Один рисуночек, один материальчик, одна примерно сравнительная ценность. То есть вот идеальной какой-то встречи, идеального партнера или продолжение какого-то идеального романа для вас идет. Советы, естественно, карт мы рассматриваем, потому что иначе зачем же мы обращаемся к Таро? А советы карт такие. Радуйтесь, будьте добры, слушайте интуицию. Раз вы Луну выбрали, это значит, что вы сейчас живете под интуицией. Слушайте ее, пытайтесь ее как-то развивать. Вот продолжайте в том же духе. Будьте романтичны. Посмотрите, вот королева кубков ведь не случайно иллюстрирует как-то определенным образом карты Таро. Да, вот королева кубков. Девушка в платье, в романтичном, с какими-то оборочками, с длинными распущенными волосами. У нее алые губы, густой румянец. Это все не просто так. Это примерный образ, примерный имидж, стилистические решения для вашего гардероба, для вашего внешнего вида на сентябрь. То есть если вы правильнее хотите притянуть вот это вот все хорошее в этом месяце, то уж достаньте из закромов вот это вот платье нежно-голубое или там кремовое, не знаю, волосики распустите и так далее. Веселое время вас ждет. Веселое время, когда вы сможете быть собой, сможете быть очень откровенными. Но начали мы с тайны, как будто бы вот выбрали Луну. Вы как будто бы какую-то тайну хотите открыть, свою или чужую. А тут решения этой тайны нет, как будто бы вы плавно
очень спокойно в этой тайне пребываете, выбираете оставаться в ней, плыть на волнах все того же незнания. Тут пока ничего не раскрывается, вот, никакой борьбы. То есть этот месяц не предполагает для вас ни борьбы, ни подвигов, ни конфликтов, ни каких-то явных очень проявлений себя. Ориентируйтесь на праздник, легче тратите деньги. Когда они так легко приходят, их можно тратить просто на подарок. Да? То есть уж оплатите лучшей подруге путевку, чтобы вместе поехать, если она не в состоянии, например. Что мы еще, про что не сказали? Про работу я сказала. Жилищные вопросы, если у вас про переезд речь идет. Переезды возможны, потому что четверку жезлов называют малое колесо фортуны. По ней поездки-то случаются. Но это какой-то не радикальный переезд. Знаете, такой очень предсказуемый, мелкий, недалекий. Более на эмоциях это происходит. Далее, вот эти карты называются Таро импрессионистов, и они, ну понятно, по мотивам картин импрессионистов сделаны. Ага. И вот два старших аркана вам достаются, карты Повешенный и Шут. И получается так, что вот как раз на большой дороге у вас не получится в это время, представляете, да? То есть вы, может быть, возмутились, слушая мои прежние абзацы, и сказали, как так? Я в сентябре хочу так много поменять, я хочу и переехать, и сменить род деятельности, и поменять мужа, и квартиру, и собаку, и, в общем, все что угодно. Вот. А тут как раз два старших аркана поясняют, говорят, что очень много будет обстоятельств внешних, которые вас от вот этого шага удержат. А может быть, это тоже и хорошо, потому что все-таки Шут, нулевой аркан, карта очень двоякая, знаете, такая скользкая, как сам ноль, который она олицетворяет. То есть, с одной стороны, она говорит, решайтесь, рискуйте, ступайте, никого не слушайте, вы не разобьетесь, вы полетите. А с другой стороны, эта же карта, представьте, в колоде, эта же карта описывает вот и самые главные, самые отчаянные глупости в жизни, которые мы только можем совершить, да? То здесь все очень-очень двойственно, как сама Вселенная. И вот как будто бы у вас вот этот шажок-то назревает, то есть смена имиджа, смена, перемена в любви, смена работы, смена места жительства, дальняя дорога, смена места учебы, внутренний какой-то, знаете, такой скачок на какую-то другую ступень, неважно, выше или ниже, но речь идет о вашей душе, о ваших знаниях, что-то такое. Но при этом карта Повешенный говорит, сообщает, описывает вот эти самые цепи, описывает цепи, связанность, вашу привязанность к обстоятельствам. Знаете, это как Шут и с картой Повешенный, это как похоже, вот мне это что напоминает? Ну, например, воздушного змея. Воздушный змей, безумный, абсолютно бесконтрольная фигура, да, воздушный змей, который в силу просто своей природы, вот он так сделан, что он, отпусти его, и улетит куда угодно. У него нет границ, нет потолка. Улетит, упадет, но никогда об этом не пожалеет. А карта Повешенный здесь та самая веревочка в вашей руке, за которую вы удерживаете вот этого змея. То есть и это ассоциация для вас, понимаете, да? Вы будете так себя ощущать. У вас очень благополучно на бытовом, повседневном уровне жизнь будет складываться, очень благополучно. Деньги, разговоры, радости, подарочки, свидания, как-то все хорошо. А вот больших перемен не будет. Какой-то крест вам надо донести. По бытовому представить это проще всего. Например, не можете сейчас решиться на поменять тело свое, не можете решиться на спортзал, на спорт или на новые лечения, не можете решиться, потому что старые указания врачей вас держат еще пока на этой диете, например, держат вас пока в этом режиме в каком-то и так далее, да?
на старых таблетках и так далее. Это если про тело говорить. Если говорить про личные, любовные отношения, то шут сообщает вам легкость, легкую такую же безуминку, когда вы готовы кинуться в новый роман. Возможно, присмотрели даже уже какого-то другого человека. А повешенный говорит: так, алло, пока, куда, какой роман новый? Нет. Никак нельзя бросаться, потому что вы со старым еще не разобрались. Со старым мужем-то не развелись, еще квартирку-то не поделили, которая в ипотеке у вас совместно, понимаете, да? То есть вот какой-то очень-очень резкий дуализм. Вообще мы можем предположить, вот если перевернем карту, что на ней изображен-то один и тот же человек, только в двух своих физических состояниях, в двух своих ипостасях, так сказать. Да? Человек, который головой, душой абсолютно свободный или рвется на свободу, но который уже привязался, вляпался по самое не могу, не хочу, вляпался в жизнь и никуда не может так вот рвануть. Вот. Смена работы то же самое. Вы как будто бы на пороге и готовы махнуть рукой на многолетнюю карьеру и отправиться, ну не знаю, там что-то принципиально новое делать, там, миссионером куда-нибудь поехать в Центральную Африку, да? А при этом вас еще никто со старой работы не отпустил. У вас еще и долги, опять же, та же ипотека, еще сидите и сидите, платите и платить. Вот. Вот такое сочетание абсолютной свободы с такой же абсолютной несвободой. Вот не случайно вы карту Луна выбрали. Все-таки у вас есть что-то в натуре очень двойственное, очень такое призрачное. Так и здесь. И, соответственно, это дает характер, обязательно проецируется на жизнь. Да? Вот. Поэтому до конца сентября посмотрите, вы на безумие способны, но кто-то вас очень сильно от этого безумия удерживает. Какие советы карты дают? Ну, тоже довольно двойственные. От вашей мечты и жажды перемен, например, от жажды сменить работу, не отказывайтесь, потому что вы готовы, вы созрели, и вот этот вот посыл шута, рискуйте, ступайте, никого не слушайте, он же все-таки сохраняется. А в то же время карта повешенной говорит, что нельзя от нынешней несвободы, от нынешнего креста избавляться, что это сейчас опасно, недопустимо, что вам надо где-то досидеть, кого-то дослушать или что-то дотерпеть. То есть будьте на старте. Вот это вот правильно, вот эту позицию, рекомендованную вам, именно так назвать. Будьте на старте. Вы вот-вот готовы выстрелить с каким-то проектом, бизнес-проектом, с любовным, каким-то романтическим, какой-то невероятно романтической историей. Но и цепи вот эти пока не рубите. Далее у нас есть Таро Висконти. Кстати, считается, что Таро Висконти — это самое древнее из изображений карт, из колод вообще Таро, которые до нас дошли исторически. Таро Висконти вам выбрасывает девятку кубков и карту справедливость. Вот видите, старший аркан. А у вас много старших арканов получается. Здесь 2, здесь 1. Это значит, что месяц будет не случайный, даже очень-очень непроходной. Хотя в основном перемены в потенциале. Вы готовы, они не происходят. И вот девятка кубков тоже вам говорит о том, что опять мы возвращаемся к масти кубков. Девятка кубков — это свидание, это застолье, это очень мило проведенное время в доброй компании. Это возможность чувствовать и не скрывать свои чувства. То есть девяткой кубков вы можете, как и, ну, естественно, проводить время с любимым человеком, да, то есть это такие романтические свидания, небольшие поездки, признания, обещания, какие-то совместные покупки, подарки, вот и так далее. А точно так же вы можете комфортно, даже удивительно комфортно и празднично ощущать себя на работе. Какой-то успех вас ждет на работе. Это успех скорее общий, коллективный для вашей фирмы, хорошие заработки, завершение коллективного проекта на работе. А, кстати, может быть, вы поэтому работу не меняете, потому что сейчас
вам тут слишком хорошо, потому что какое-то дело с большой выгодой вы закончили всем отделом или всей компанией. И сейчас все радуетесь, наслаждаетесь, и как-то очень вам тут мило, уютно. И поэтому и отложить вот эту вот мечту о смене работы, наверное, приходится, потому что, ну, это совершенно путь провальный в никуда, но об этом мы когда-нибудь в другой раз поговорим, пока только по факту вам сообщаю. Вот девятка кубков, снова очень простая, приземленная бытовая карта. Говорит о спокойном месяце, никаких конфликтов, никаких потерь, перемены мерещутся, но никак не случаются. И она просит вас вот так же, опять же, настроиться. Не скрывайте чувства. Если кому-то давно хотите в чувствах объясниться, да хоть руководителю кадровой службы вашей компании, все равно сделайте это. Ей все равно никто никогда в жизни таких слов не говорил. И также карта справедливость. Старший аркан. Ну вот это несколько необычно, да, потому что вот за всей обыденностью, давайте здесь какое-то ключевое слово, да, продвину я для второго варианта, название сентября, обыденность. Идет обыденность. За всей этой обыденностью, за всем благополучием происходящего все-таки кроется нечто серьезное, важное, и кроется для вас необходимость выбирать. С одной стороны, это время, этот сентябрь для вас время счастливого застоя, очень уютного, комфортного застоя. И может быть это для вас награда за прежние страдания и труды, а может быть это справедливый здесь как раз для вас призыв что-то уже начинать выбирать, к чему-то стремиться и взвешивать, что такое хорошо и что такое плохо. Особенно заслуживает внимания вот значение карты справедливость именно на тонком уровне, на тонком плане, потому что с бытовой точки зрения какой-то объективной справедливость часто ничего не несет. А на тонком уровне карта говорит, что ваше сердце и ваши мозги действительно замерли сейчас в ожидании каких-то крупных перемен. И может быть не зря, потому что именно сейчас Вселенная как-то особенно справедлива к вам, как-то особенно готова помогать самым дерзким вашим делам, как-то особенно такой момент. Видите, весы всегда в руках справедливости изображены в позиции равновесной. Это же тоже не случайно, да? Это значит, что вот такой равновесный момент в жизни, о чем бы мы ни говорили, любовь, отношения, или это работа, или какой-то денежный ваш выбор, кстати, про деньги-то мы почему-то забыли вам сказать. Может, потому что нечего, хи-хи-хи. Вот. И какой-то равновесный момент, карта очень статична. Видите, весы не колеблются абсолютно, они остановились, всего поровну. Это тоже и совет для вас вот эту статику принимать. То есть сейчас, если в жизни все настолько хорошо, то может быть действительно вот это вот ваше безумие, не забыть про него, безумие я имею в виду, стремление к переменам во всем. Забывать не нужно про него, потому что в движении жизнь. Но может быть действительно пока стоит отложить. Чего нет? Важно всегда в гаданиях Таро, в любых гаданиях, какие карты выпали, а какие не выпали, это еще важнее. Нет конфликтных карт. Правда? Конфликтных карт нету. И нет карт про карьеру, нет карт конкретных про деньги. То есть вот эту четкую часть жизни, конфликты, карьера и деньги, мы пока не рассматриваем вообще. Здесь все идет на уровне эмоций, ожидания, на уровне ощущений. И эту самую тайну, о которой вы сейчас так грезите, ваша собственная тайна или чужая, она не раскрывается, нет, ничего. Потому что серьезные тайны вскрываются, всегда это сопровождается взрывом, извержением вулкана. Здесь ничего подобного нет, все остается, вся эта сокрытая информация остается, может быть, такой же сокрытой или погружается куда-то еще.
глубже, мало фигурных карт, то есть здесь нет особо значимых или влияющих сейчас для вас людей. Ну, вот есть королева кубков, которая с одинаковым успехом, и ваш портрет или портрет какой-то доброй женщины рядом. Мужчин заметных, на которых можно было бы молиться или в которых можно было бы сковородкой кидаться, тут нету. То есть плюс-минус окружение вот какое-то вот такое вот идет. Ну, это хороший набор, а самое крупное набор событий и ощущений, я имею в виду. Да, если вопрос про деньги, я вам не сказала, да. Ну, я сказала, что какие-то случайные прибыли веселящие у вас будут, обязательно будут, да. Однако это не время денежных свершений, абсолютно. Денежная тема, но и остро не стоит, потому что мы не видим здесь для вас дефицита или там какого-то, ну, знаете, переживаний о деньгах. Спасибо. И третий вариант, ну, конечно, тем, кто выбрал для себя третий вариант, я вам про вас расскажу. Императрица – это очень хороший выбор. И карта говорит о том, что в данный момент жизни, вот именно сейчас, или в данное время суток, когда вы смотрите это видео, вы твердо стоите на ногах или хотите твердо стоять на ногах. Императрица всегда это очень рациональная, приземленная, очень четкая карта, которая, ну, практически не обращается к эфемерным каким-то вопросам. Она не задает вопросы о смысле жизни. Она только лишь про деньги, чистоту и уют в доме, про здоровье детей, про здоровье собственное, безусловно, про любовь, причем в каком-то ее тоже очень понятном исполнении, там это телесная любовь, какая-то физическая и так далее. Вот. Она может быть отчасти про какой-то социальный статус, то есть карьера, хотя не напрямую, карьера, авторитет, признание. Поэтому, если вы выбрали эту карту, то я сразу ориентируюсь на то, что вам нужны в сентябре деньги, вещи, что-то реальное. Вы верите сейчас только в то, что можно потрогать. Не на уровне чувств, эмоций, переживаний. Вы жажду свою жизненную сейчас абсолютно не утолите. Это все вот для кого-то, а для кого-то другого. Вот для второго варианта, может быть, осталось. Да. Карта императрицы. Что еще она про вас? Выбор такой карты обещает, да, сообщает нам. Вы себя хорошо чувствуете. Это карта здоровья, это карта... Императрица – это женщина, которая вот переживает какой-то прилив сил, эмоциональных сил, физических, интеллектуальных, может быть. Вы на подъеме. Вас очень многое вдохновляет. Вы нравитесь себе внешне, потому что императрица – это карта про физическую красоту. Да-да. И, скорее всего, вы не чужды вообще любовной темы, потому что императрица, хоть и на карте изображена одна, но предполагается, что вокруг нее целый комплект роется фаворитов, да? Разного возраста и разной степени ценности. Вы жаждете влияния, жаждете внимания, и, скорее всего, любви-то в вашей жизни как раз достаточно. Две карты из сторон Напа, мы с них начинаем. Это то, что вас ждет в сентябре. Вот с карт, мы ограничиваем сегодня вот это гадание периодом ретроградности Меркурия в сентябре, а значит, это период с 10 до 30 октября. То есть мы рассматриваем буквально эти две декады. Чудесные карты вам выпадают. Такие же, они как продолжают тему императрицы. Я сказала, что императрица реальная, денежная, здоровая, красивая. И десятка, вам выпадает десятка пентаклей, одна из самых главных денежных или скорее семейных карт в колоде. А также карта звезда. Самое простое значение для этой пары: вас ждут где-то на просторах этого сентября материальные ценности в размерах, которые укладываются в вашу мечту, в тех размерах, которые вы можете сейчас унести в руках, которые укладываются в какое-то ваше сознание. Момент разбогатения, да. Десятка
Пентакли — это большая денежная сумма, либо, понятно, какая-то материальная ценность, даже, кстати, чаще ценность. Вот с десяткой пентаклей мне, например, проще представить не столько большую премию, которую вам дают на работе, или какие-то прибыли большие от бизнеса для вас, сколько, например, земельный участок, дорогостоящий такой земельный участок где-то прям в пригородах города-героя Москвы, вот, который вам отписывает дедушка, ну или там дарят родители, или который вы в конце концов заработали в это время и купили. В общем, десятка пентаклей — это изобилие, это счастье. И всегда вот на десятке пентаклей вы никогда ни в одной колоде не увидите одного человека. Почему? Потому что она очень коллективная и собирательная. Очень коллективная, собирательная. Здоровье она обозначает. Давайте начнем с физического тела. В начале осени это актуально, здоровье, нездоровье. Вот. Десятка пентаклей говорит, что вы будете здоровы, даже, может быть, после какой-то болезни выздоровеете настолько, насколько и не мечтали. Но больше здесь есть. Не только вы будете здоровы, но и ваша семья. Понимаете? Это здоровье целой семьи. Опять же, здоровье как физическое, так и ментальное. Вот. Карта очень хорошая для состояния вашего собственного физического тела. Это тот момент, когда вы, ну, знаете, опять же, хватает денег, времени, любых других ресурсов, чтобы привести себя в порядок. Имидж свой, это, сделать гардероб какой-то себе или там какие-то косметические процедуры с собой провести. В общем, здоровье, идеальное отношение в зеркале. На более тонком уровне, если вас все-таки интересует более не тело, а душа, ну, тоже, в общем-то, достаточно все спокойно. То есть, понимаете, когда, например, попадает человеку вот одна десятка пентаклей, просто одна, ну, или с какой-то такой же земной простой картой, то, получается, человек у нас какой-то чрезмерно, например, приземленный, и жизнь уж слишком материальная, это тоже скучновато, это тоже тупик, путь никуда. Но тут звезда. То есть получается, что вы живете-то сейчас хорошо, здорово, красиво, счастливо, но не забывайте при этом мечтать, не останавливайтесь и к чему-то дальше стремитесь. Профессиональная ситуация. Десятка пентаклей – это успех ваш на работе, который монетизируется, который выражается в деньгах. То есть это премии, хорошая оплата, хорошие доходы от бизнеса, это, безусловно, даже какое-то гарантированное материальное будущее. То есть вам могут, например, повысить зарплату, не просто премию выдать, а повысить зарплату на неопределенный какой-то долгий срок. И непосредственно про работу, вот что вы делаете, насколько хорошо или плохо, какие ваши усилия, трудно, легко, с гордостью или с честолюбием, или наоборот, из нужды. Вот непосредственно про момент работы, работания, делания, про ваши подвиги карты как раз ничего не говорят. Просто исполняется материальная мечта. Естественно, для большинства материальные мечты, увы, только с работой исполняются. Больше нам ждать подарков неба неоткуда. Вот. Но все равно это, конечно, очень-очень-очень хороший старт. Какие советы такие карты дают? В благополучии, а для вас месяц этот очень благополучный, в таком благополучии обращайте внимание на людей, все получится у вас лучше, намного лучше, намного эффективнее, больше заработаете, больше купите, выгоднее продадите, все, если будете заботиться не только о своих интересах материальных, но и об интересах других людей, скажем так, второй стороны. В вопросах любви, ну, все, кстати, не так просто. Все-таки десятка пентаклей – карта семьи. Она говорит, что, например, в семье все будет хорошо, восстановится семейный мир, тут идет какое-то взаимопонимание, много такой понятной семейной радости, идеальный и причем идеально исполненный, да, семейный бюджет тут выпадает. Для семейных людей все хорошо. А вот если вы одиноки и спрашиваете, просите новой любви, нового какого-то романтического знакомства в это время,
то я даже не знаю, что вам сказать. Напрямую карты вам этого сценария не предлагают. Но если вы познакомитесь с каким-то, вот судьба все-таки прибьет к вашему берегу какого-то человека достойного, то это будет очень хорошо, потому что это будет для вас дорога к браку. То есть вы встретите человека, с которым однозначно сможете создать крепкую и, что немаловажно, материально независимую какую-то семью. Карты это очень-очень счастливые. Единственное, что они по большому счету ничего новенького не предлагают, понимаете? Поэтому я с большим скепсисом и говорю про новое любовное знакомство, например. Ну, как бы, не знаю. То есть, тут скорее о продолжении. Вот то, что, если у вас есть хороший жених, то, что вы примете решение семью создать, вот это верно, вот это близко. Вот. Эта карта не романтичная, тут скорее люди более выгоду друг в друге ищут, и уют, и какие-то практические пользы. Наверное, скорее всего, вот так. Если ваш вопрос касается не работы, не денег, не любви, а жилища, например, переездов, то переезда напрямую тут тоже нет, но тем не менее какая-то мечта или свеженькая новость идет о семейном доме. Это, знаете, вдруг вы посчитали ваши новые зарплаты с мужем, и вот у вас родилась мечта расширить, улучшить жилищные условия, там, расширить, купить больше квартиру или переехать в какой-то большой дом. То есть хорошие новости о доме, об успехах детей идут, о заработках детей, например, там дети могут поголовно все на какую-то денежную работу у вас устраиваться. То есть, а тут вообще вот эти две карты — это воплощение семейственности. То есть у вас исполняются все мечты, связанные вот именно с семьей, с домом, вот с бюджетом. Ну, все это очень, на самом деле, очень хорошо. Соответственно, и советы карт для вас такие. Больше обращайте внимание на других людей, потребности в том числе других людей. Старайтесь действовать коллективно, кому-то помогать, будьте практичны. Ну и даже мечты более допустимы в это время какие-то денежные, практичные, практические. То есть это не мечты, которые отрывают от земли, а мечты, которые, наоборот, к этой очень заземляют. Вот так вот. Далее, Таро импрессионистов. Понятно, импрессионистов — это художники, да, это такое школа, направление в живописи. По мотивам их картин сделаны эти карты. Карты очень нежненькие, такие красивые. И колода вам выбрасывает какой-то очень противоречивый и странненький мужской портрет. Паж жезлов рядом с иерофантом. Это две мужские противоположности. Представьте себе. Противоположности абсолютные. Почему? А дальше вот ваша задача догадаться. Либо настолько содержательный, амплитудный человек где-то рядом с вами есть или готов появиться, либо это два разных человека. Паж жезлов молодой, иерофант старый. Паж жезлов эгоистичный, безответственный, иерофант наоборот тонко чувствует, очень эмпатичный и духовный и совестливый. Паж жезлов очень быстро действует, быстро говорит и всех торопит вокруг. Иерофант, наоборот, молчит, сложил ручки, только смотрит своими проницательными светло-зелеными, бледно-зелено-серыми глазками. Паж жезлов появляется быстро и еще быстрее исчезает, оставляя в душе незабываемый след, либо часто кровоточащую рану. Иерофант, напротив, долго-долго присматривается, подходит издалека, молчит, чем ужасно бесит. Но зато, если приблизился и остался, то остался очень-очень надолго, возможно, навсегда, ну или до пенсии, как минимум. Замечаете, да? То есть это два, ну вот полярных мужских портрета. Интересно, что мне, вот как только я перевернула эти карты, для меня вначале они слились в один портрет, потому что мне в этой жизни
посчастливилось, правда, встречать вот таких вот необычных людей, которые совмещают в себе оба вот эти два портрета. То есть они прям сходятся, вот так вот наслаиваются, и получается вот что-то одно вот такое общее. А вы можете выбирать. Ну, скажем так, мужчину, какой-то мужской портрет карта вам предлагает. Мужчина, который на этот ваш сентябрь оказывает заметное какое-то влияние. И этот мужчина вот такой может быть разным, а может быть он может быть разным от вас. Здесь же много от вас зависит, то есть от того, как вы его увидите, что вы выберете, какая вы сами в конце концов. Этот человек обернется для вас либо пажом жезлов, очень ярким впечатлением. Это как метеорит, как комета пролетает. Но быстро вашу жизнь очистит, так сказать, выметнется из нее. Либо он может оказаться иерофантом, нерешительным, слегка подавленным, да, но тем не менее очень проницательным, умным и очень-очень надолго. Но налицо фигура, мужская фигура. На самом деле с такими портретными чертами этот мужчина может быть кто угодно. Иерофант вообще часто старший человек, просто буквально старший по возрасту или по положению, и по тому и другому. То есть иерофантом может выступать и ваш начальник. То есть это такая фигура начальника, который ну вот такой вот разный, который с одной стороны вам что-то предлагает и вас двигает, в том числе продвигает по карьере, а с другой обладает и магическими какими-то чертами, и мистическими чертами, и выступает для вас и духовным учителем, и наставником. Это человек, с которым вам очень в разное время весело или наоборот затруднительно находиться рядом. Конечно же, это совмещенный портрет вашего романтического партнера. Ваш муж, жених, какой-то новый знакомый, как угодно его назовите, там любовник, бойфренд. Если это действительно один человек в двух лицах, то, знаете, я скажу вам так, вам повезло, потому что такие настолько сложные, содержательные люди, многослойные, как лук, не так часто в жизни нашей встречаются. Но обратите внимание, пажи обещают новое знакомство, поэтому вы, может быть, сейчас вообще не имеете понятия, о ком это я говорю. Ну о ком, Господи, о ком она? Так это новое знакомство, видите, паж жезлов. Пажи — это именно новые люди. В вашу жизнь готов ворваться в сентябре такой человек, которого вы, может, не сразу и поймете, и раскусите. Знаете, иногда бывает, что парень встретился, жених, вам бойфренд младше вас, ну прямо сильно младше, вот такой юноша, пылкий, со взором горящим. А уже ваша задача рассмотреть в нем неожиданно вот эту вот старую мудрую душу и готовность выслушивать, и готовность, может быть, служить или чему-то вот так вот вас учить. Но это новое знакомство сентября вот с каким-то мужчиной. Мужчина очень интересный в самом разном смысле. Потому что вот тот же паж жезлов, если сам по себе, да, его рассматривать только паж, это может быть такой герой, который предлагает вам дело новое, новую работу или новое какое-то творческое увлечение. А иерофант, опять же, если отдельно его рассматривать, это появление нового учителя или духовного какого-то наставника, как это называется, святой отец, да, вот говорят, святой отец. Вот. Ну, проще представить, что это учитель, преподаватель какой-то на курсах, в университете для вас и так далее. Вот. Явление. Ну, гадаем мы в основном женщин. Вы знаете, аудитория канала на 95% женская. А появление мужчин или мужских энергий в жизни всегда хорошо. Я вам так скажу. Об этом тоже говорю я в своих программах «Вопросы и ответы». И, наверное, буду еще много говорить об этом. Для женщины всегда хорошо, правильно, приход самых разных новых мужских энергий в жизнь. Потому что, ну, это вот как раз дает течение, переплетение вот этих вот энергий инь-ян. И да, чтобы правильно функционировать,
Кто-то нужен. Учитель, преподаватель, начальник, юный любовник. Лучше, конечно, чтобы все были, они в комплекте. А еще лучше, если это все будет один человек для вас. Но это великое счастье, это везет единицам, поэтому не будем загадывать. Но тем не менее, вот такая интересная пара. Карты какие хорошие вам. Посмотрите, вы изначально императрицу выбрали явно с оптимизмом, да, с таким. Вот. Далее Таро Висконти. Считается, что колода Таро Висконти, эти изображения карт Таро, самые древние, вообще колода самая старая из всех, которые исторически для нас сохранились. Что мы видим здесь? Вам выпадают шестерка жезлов, карта триумфа и победителей, а также рыцарь. Ну, конечно. Рыцарь Пентаклей. Видите, от мужской фигуры мы никуда не денемся. Рыцарь Пентаклей тоже фигурная портретная карта. Рыцарь Пентаклей молодой человек, это мужской портрет, это мужчина практичный, земной, возможно, принадлежащий к земной масти, то есть телец, дева или козерог, но в любом случае очень полезный для вас. Видите, он же не просто так скачет на своей белой лошади, да? Он в ручке несет вам тот самый заветный пентакль. Богатство, возможность разбогатеть, возможность стать здоровее, красивее, плодовитее, ну и так далее. Что вы там еще себе. То есть это полезный для вас. Появление, опять же, полезного для вас мужчин. И эта карта может дополнять портрет вот этого мужичка, которого мы до этого обсудили, да? Вот он. Молодой, активный, а душа старая, серьезная, много знает. А тут он еще и оказывается то ли богатый и щедрый, то ли просто полезный для вас, потому что дает вам возможность заработать. Ну, это, знаете, друзья, это какая-то совершенно идеальная картиночка получается. А они бывают вообще такие на свете-то, вот такие, как я описала? Но похоже, что бывает. Во всех случаях рыцарь Пентаклей — это деньги, которые скоро врываются в вашу жизнь. Карта денежная на самом деле. Это может быть, кстати, не совсем новый, потому что, чтобы новый источник доходов открылся, это паш нам нужен. А здесь рыцарь. Рыцарь, он все-таки куда-то уходит корнями все-таки в недавнее прошлое. Рыцарь приносит прибыли от уже начатого дела, от уже начатой работы, от уже начатого бизнеса или какого-то творческого проекта. Да? То есть это хорошие прибыли, это возможность выгодно что-то покупать и продавать. А помните, я говорила, да, что ретро-меркурий, вот это не нужно путать. Ретро-меркурий нам запрещает или не рекомендует именно только совершенно новые дела. Вот если вам в этот период, прямо с 10 до 30 сентября, пришла в голову, как вам кажется, совершенно блестящая бизнес-идея, вот ее не надо развивать, потому что она иллюзорная, она под ретро-меркурием, а развивать и продолжать прежнее, то, что вы выносили, то, что вы намечтали раньше, пожалуйста, это даже нужно делать. То есть рыцарь Пентаклей, выгоды и деньги, и разные радости от ранее начатых проектов вам где-то обещают. Но это еще не все. Шестерка жезлов говорит, что вы этим сентябрем и собой в этом сентябре будете страшно гордиться. Это шестерка жезлов. Знаете, одна, наверное, из самых простых однозначно карт в колоде Таро. Их немного карт, которые практически не имеют спорных значений. Вот шестерка жезлов всегда хороша, потому что она описывает такой триумф, заметный, активный. Это для вас возможность победить в какой-то конкурентной борьбе, выиграть какой-то конкурс и вообще занять определенное призовое место. Потому что по шестерке жезлов вы слышите аплодисменты. Это выигрыш, который все замечают. Ну вот давайте посмотрим на практике. Например, если про физическое тело говорить, вы выиграли здоровье, например, вы вылечились, победили там какое-то недомогание, какую-то временную болезнь. Всем заметно? Вы отлично выглядите, вдруг нарядились, похорошели. Заметно. Если про личную жизнь, победа в личной жизни, давайте не будем скрывать, давайте будем откровенны. В любви, как на войне, не зря же так говорят, все средства хороши, да? Любовь
Это тоже место, вообще любовные, романтические отношения. Это тоже место для очевидной какой-то конкуренции, конкурентной борьбы. Ну правда же, да? Девочки соревнуются, у кого богаче муж, например, кому богаче муж достался, кому муж дороже сережки подарил и так далее. Вот. То есть для вас эта победа идет именно в личной жизни. Может быть, все подружки ваши вот так остались одинокими, а вы отхватили себе, посмотрите, какого необычного человека, да, со всех сторон хорошего. И причем никакой тайны этого человека можно показать, о нем можно всем рассказать, потому что вот не надо скрываться, он не женатый пока. Вот. Профессиональные, естественно, успехи и денежные, шестерка жезлов, да, это вот профессиональные успехи, может быть, не такие крупные, но самое главное, это отличительная черта карты, они очевидные. Это вот факт, которым можно похвастаться, ведь не всегда так бывает. Бывает, что вы в работу вкладываетесь, растете, развиваетесь и чувствуете счастье, но внутри себя, а похвастаться вам нечем, да, потому что, ну, засмеют. А бывает, что вы вроде бы там чуть-чуть что-то сделали, там даже незначительное, а это выливается в какой-то повод такой, что вы уже и на доске почета оказались, да, и вам коллеги рукоплещут и так далее. То есть это такая через огонь и воду, это вы в каких-то других месяцах проходили, ну, может быть, и будете проходить. А в сентябре до конца месяца вам через медные трубы проходить. То есть вот так вот. Готовьтесь слушать разные похвалы, разные дифирамбы вот так вот в свой адрес. Ну что ж, для третьего варианта карты, конечно, достались блестящие. Даже никаких пугающих предупреждений я для вас, вы знаете, найти не могу. Я по своей вечной привычке вообще-то люблю все самое худшее про карты рассказать почему-то. Вижу свою миссию в том, чтобы вас предупредить. Но здесь даже предупредить не о чем. Ваша задача только смотреть во все глаза. Оставайтесь такой же бодрой, здоровой, красивой и щедрой. Кстати, знаете, еще комплиментик вам небольшой. На дорожку, да, на пасашок. Императрица ведь очень щедрая женщина. То есть, если вы выбрали эту карту для себя, это значит, что вас переполняет щедрость, что вы свои деньги и время не только на себя тратите, вы очень много раздаете, готовы раздавать еще больше. Вот. Вот этого мужчинку интересного, конечно, не пропустите, потому что он, ну, достойный со всех сторон, чтобы его рассмотреть и приблизить к телу. Вот. Мечтали о деньгах. Понятно, деньги к вам приходят, мечтайте дальше, то есть о еще больших, понятно, да, то есть на порядок больше мечту загадывайте. Я вам желаю, собственно, вот такого сентября, какой описали вам карты. Спасибо.